Третье место. Группа Seven Dump. Мгм. Что можно сказать? Во-первых, это работа такого более или менее начинающего тоже кодера, где он проявил все свои, качества начинающего кодера, использовал кодерские цвета. Кодер — это программист, я перевожу. Зеленый на черном фоне и синий. На красном фоне. Да. Точнее, на лиловом. Интро начинается с вида Norton Commander и называется «Космо Недотёпа». Называется «Космо Недотёпа». Харитон предлагает автору музыки Битлов в следующий раз использовать синтезатор речи или... Битл, привет, используй синтезатор речи. Битл, на самом деле, отличная музыка, молодец, ну да, синтезатор речи. Очень не хватает синтезатора речи, это... Поддержать тему, поддержать название. Если интро называется «Космо Недотёпа», то обязательно должен присутствовать персонаж типа Громозеки, как-то олицетворяющий, да, название. Если имеется в виду космос, а не отсутствие корней и какая-то космополитичность. Здесь наблюдается Дарвиния, да? Да, старая добрая Дарвиния, известная игра. и которая, собственно, сама по себе это старая добрая эксплуатация старых добрых идей из корректора и демо. Да, ретро, чисто ретро. И сама эта интро, она, какой-то футуризм, ракета. Ракеты уже в 60-х годах запускали. Кубы, какой-то футуризм. Вот я видел в трансляции, как люди смеются, потому что постоянно текст идет на экране. Миссия — доехать до ЦЦ. Космо Недотёпа. Не застрять на Луне. Пишется консольная информация, выводится, и какие-то смешные детские эти задания. То есть это пародия на какую-то такую игру. Но авторы отнеслись, по-моему, очень серьезно. Не хватает речитатива «Космо Недотёпа», сделанного синтезатором типа амижного такого звука. И громозеки, который желательно, конечно, состоял бы из кубов. Четвертое место конкурса 64К интро — это работа группы Seven Dump, опять же, которая называется Slime Patriotic. Это, как объяснил автор работы, Битл, в общем, он один ее делал, и код, и музыку, и графику, как и в прошлом году, кстати. Он перевел это как патриотическая слизь. Вот мы только что обсудили отсутствие космополитизма, но, как выяснилось, это фраза из сериала «Футурама». Сериал «Футурама» мне знаком. Зачем вы смотрите на меня? Нет, дело в том, что он мне не знаком. То есть я, например, мультики уже давно не смотрю. Про слизь ничего не могу сказать, не помню, честно говоря, точно. Но сам вектор мыслей Битла интересен, безусловно. Патриотическая слизь — это необычно, как минимум. Это новое, это свежо. К тому же в этом есть что-то действительно уже какая-то связь с предыдущей работой. То есть там космос, недотёпа, здесь слизь. Видимо, космический недотёпа, он угодил в слизь. Я вообще-то думал, что он сам слизь. Полезно рассказать о том, как сделаны эти извивающиеся на экране объекты. На самом деле видеокарта рисует абсолютно простые и прямые объекты, после чего применяется следующий трюк. Несколько последних отрисованных кадров сохраняется в память, после чего при выводе на экран первая строка рисуется из одного кадра, следующая из прошлого кадра, третья строка из еще предыдущего и так далее. Таким образом, каждая строка отображает события с небольшим отставанием, а поскольку объект вертится, то эти отставания складываются в такую изогнутую фигуру. Самая концептуальная работа с конкурса 64К интро — это Фотон-дуэль. Дуэль фотонов. Фрактальные кубы — это тема, затронутая группой Орб и Андромеда полтора года назад в теме Stargazer. Она заняла первое место в Америке на конкурсе Envision или NVScene, но на конкурсе, который спонсировала и поддерживала фирма NVIDIA. Вся демосцена строится на том, что зрителю предлагается посмотреть на то, что компьютер на самом деле якобы не может сделать. И программист придумал, как преодолеть ограничения компьютера и выдать что-то такое непонятное. Иными словами, конечно, компьютер этого не делает, но зритель об этом не знает. Да, это обман зрения или что-то типа того. Никакого мошенничества. Вот эти, например, фрактальные кубы, которые требуют сотни тысяч полигонов по своей реализации, на самом деле сделаны из 162 треугольников. На мой субъективный взгляд, самая лучшая работа из конкурса 64К интро. Работа, в которой есть дизайн.
действительно выдержан стиль. При том, что я не особо любитель стилистики Tron, но Tron это наше все, и это интро действительно работа камеры и дизайн, и музыка, которая соответствует видеоряду, все на высшем уровне, на мой взгляд. То есть почетное последнее место, самая концептуальная работа. Обусловлен. Респект. И, кстати, можно сказать, что эта работа сделана тоже на пластикаторе, как и второе место, но никакого размытия эффектами, например, мы не наблюдаем. Эй! Раз! Слушай, я не знаю, что надо сделать, чтобы был перегруз. Ты уверен, что вот так будет нормально? Вот отсюда. Ты уверен, что вот это окей? Громко? Нет, это окей. это тихо скорее. Конкурс 4 килобайт интро. Первое место. Пожалуй, актуальный мировой формат сейчас для демосцены 4К интро, соревнования кодеров, соревнования действительно изощренных музыкантов. Изощренных дизайнеров, кстати, тоже, потому что сделать такой размер на шейдерах, что-то осмысленное, какое-то видео, ну, как, в общем-то, здесь и видно, ну, трудновато. Ребята из Quiet, Унс, Престон, Айзет, вы просто всех порвали. Группу Quiet и, в частности, вот Унсы давно просили все сделать 4-килобайтную интро, потому что то, что они делали в 1 килобайт, то, что они делали статическую графику, вот пререндерят 4-килобайтную графику, оно, конечно, поражало всех вот этим шейдерной феерией. Очень хотелось посмотреть это все в динамике. На самом деле у них, кстати, была уже одна 4К интро, это приглашение на чип-конкурс чиповой музыки Чипуха. Да. Чипуха 4 они делали. Но вот это действительно полноценный уже 4К. Здесь вот все, как мы хотели. Все как мы любим. Не знаю, что вы там использовали. Возможно, какие-то полиномы Липунова, возможно, просто много полигонов, которые накладываются друг на друга с хитрыми унсовскими блендингами. Но, в общем-то, я не хочу об этом вообще ничего говорить. Я смотрел эту интро как минимум раз 15. Интересна реакция публики на House Construction. Мы вот тоже смотрели это в трансляции. Конечно, зал там ликовал по окончанию работы. И ну, ребята заслужили. Самое интересное, на церемонии награждения Престон, когда получал призы, он честно сказал, вот что я люблю, так это вот прямоту без ложной скромности. Он сказал: я считаю, мы, группа Quiet, в этом году отожгли и хорошо постарались. Вот он прав. Хотелось бы передать большой привет дизайнеру этой замечательной работы, Унсу, который... Пожелать ему хорошей службы. Пожелать ему хорошей службы в армии. Найти какую-то должность, на которой можно... Без помех безопасности нашей страны занимался шейдером. Да, угрожать нашими пиксель-шейдерами загнивающему Западу и хитрому Востоку. За 3 недели до начала House Constructions Унс отпросился из армии, это называется по их увольнению. Надеюсь, это была не шейдерная самоволка, это было шейдерный отпуск. Побудка домой, да? И 2 недели провел вот за компьютером вместе с друзьями из группы Quiet. Они сделали несколько работ. Где мы с ним, кстати, успели увидеться на пути в Москву с Demopati Assembly. И большое спасибо ребятам из Quiet за теплый прием. Ну да, есть что-то в этом готично привлекательное. Такая мрачная притягательность цементных заводов в Сибири. Слушайте, ребята, знаете что? Да, хватит ржать. Надо вас удалить. Вы такие лица там корчите, что это невозможно. Если будете смеяться, оденьте пакеты на голову. Потому что... Тупняк. В конце передачи не будешь эти вырезки, как обычно, так дурацко. Вырезки? Да это и будет вся передача. Я себе представляю, как после монтажа такие говорят, потом неожиданно пауза такая. Типа, следующий кадр такие с крашенными рожами, с заплаканными глазами.